Сирия – земля, где каждый рассвет пропитан эхом боли и искрами надежды. Вчера, словно удар грома в безоблачной ночи, мир услышал новость, способную перевернуть судьбу нации. Санкции США, что годами сдавливали горло страны, сняты. Как мы обсуждали в прошлых выпусках, это не просто строчка в новостной ленте. Это момент, когда миллионы сирийцев застыли на краю пропасти, вглядываясь в будущее. Станет ли это их спасением или лишь миражом в пустыне? Давайте нырнем в эту историю, где экономика, политика и вера сплетаются в бурлящий водоворот, чтобы понять, сможет ли Сирия расправить крылья и взлететь. Представьте страну, где каждый шаг был скован невидимыми цепями. Санкции, введенные из-за действий Башара Асада против собственного народа, превратили Сирию в экономический остров. Файл Цезаря, снимки, тайно вынесенные из застенков, где запечатлены ужасы режима, стал катализатором закона Цезаря в США. Торговля замерла, сирийский фунт рухнул, как осенний лист, а мечты о процветании утонули в борьбе за выживание. Хлеб дорожал, рынки пустели, а надежда таяла. Хотя целью был Асад, боль проникла в каждый дом, от крестьян, лишенных сбыта, до детей, чьи мечты о будущем растворялись в пыли. Но с падением режима мир затаил дыхание, и вчера Дональд Трамп, стоя на песках Саудовской Аравии, объявил, санкции сняты, чтобы Сирия могла дышать. В тот же миг фунт взлетел на 18,5%, будто страна пробудилась ото сна. Но за этим порывом вопрос, от которого замирает сердце, удержит ли Сирия этот шанс. На улицах Дамаска зажигаются огни новой жизни. Санкции запирали двери для мира. Открыть бизнес в Сирии было как пройти лабиринт с завязанными глазами. Даже отправить деньги родным, бабушке в Алеппо или брату в Хомсе, было сродни тайной миссии, полной риска. Теперь банки оживают, переводы текут свободно, а инвесторы из Персидского залива и Запада уже строят планы. ОАЭ запустили авиакомпанию, готовую поднять Сирию в небо к новым горизонтам. Но есть загвоздка. Укрепившийся фунт сделал переводы из-за границы менее ценными. $100 теперь покупают меньше, а цены в лавках пока неподвижны. Это как первый шаг после долгого забвения, волнующий, но полной неуверенности. Сможет ли Сирия разжечь из этой искры пламя возрождения? А теперь представьте мечту, что кажется почти сказкой. В сердце Дамаска возвышается башня Трампа, сияющий комплекс с отелями, где звенят бокалы, торговыми галереями, полными света, и ресторанами, пахнущими свежим хлебом. Это не просто здание, а маяк, обещающий тысячи рабочих мест и возвращение Сирии на мировую сцену. Но в этом сиянии таится тревога. В регионе, где каждый день танец на лезвии ножа, такой проект может стать мишенью. Один неверный ход, и мечта рассыплется, как песочный замок. Сирия идет по канату над бездной, и каждый шаг — это вызов судьбе. Но что скрывается за кулисами? Снятие санкций — это дар небес или шахматный ход. Саудовская Аравия, Турция, Катар — все они аплодировали, видя в этом свои выгоды, от авиалиний до банковских счетов. Новый лидер Сирии, Ахмад аш-Шараа, возможно, что-то пообещал, скидки на нефть, доступ к рынкам. Или это просто жест доброй воли от Трампа? Эти вопросы, как ветер в пустыне, кружат вокруг, будоража воображение. А еще есть слухи, сирийские банки, освобожденные от оков, теперь могут принимать деньги напрямую, без теневых схем. Это значит, что студент в Лондоне может отправить помощь семье в Хаме, а предприниматель из Дубая — открыть в Сирии завод. Но что, если цена этой свободы — тайные уступки, о которых мы узнаем лишь годы спустя? И тут история уводит нас вглубь, к вопросу, что бьет прямо в душу. Спасение Сирии не в подписях президентов или королей, а в стремлении к высшему. Древняя мудрость гласит: мы возвеличены верой, ищем величие в ином и потеряем все. Это как крик в ночи: гонимся ли мы за светом небес или за блеском земных обещаний? 54 года испытаний, полвека боли, разрухи, потерь. Проверка ли это веры или расплата за прошлое? Сирийцы должны найти ответ в своей душе, чтобы построить будущее, которое не сломают ветры политики. Ведь даже если банки откроются,
а самолеты взлетят, без веры это лишь фасад, готовый рухнуть при первом же шторме. Ахмад аш-Шараа не просто лидер, а символ надежды. Его уважают не за золото или трон, а за искренность. Он молится в мечети, живет по законам веры, и его борода не просто стиль, а знак убеждений. Лидер — это зеркало нации. Слабый тянет в пропасть, праведный возвышает. Сирийцы выбрали его за чистоту сердца, но бремя тяжелое. Сможет ли он повести страну к свету, не сбившись с пути? Это не только его испытание, но и вызов для каждого сирийца, который хочет видеть свою страну сильной. Ведь народ, следующий за праведным лидером, сам становится лучше даже без принуждения. Это надежда, как тонкий луч, пробивающийся сквозь тучи. Россия, столкнувшись с санкциями, выстояла, опираясь на нефть, заводы, собственную волю. У Сирии таких ресурсов пока нет, но есть нечто большее – дух народа, закаленный в огне. 54 года – не просто цифра, а напоминание. Сила нации не в чужих деньгах, а в ее корнях. Представьте Сирию, где фермер снова продает оливки за границу, где молодежь учится в новых школах, а старики получают помощь без преград. Это не просто экономика, это возвращение достоинства, которое не купишь за доллары. Но есть и тень сомнения. Если Сирия слишком доверится внешним силам, не станет ли она марионеткой? История учит, народ, который ждет спасения от других, рискует потерять себя. Россия создала свои банки, свои бренды, даже свои кафе, когда Запад закрыл двери. Сирия же пока хрупка, как первый снег. Ее мечта — не только новые дороги или фабрики, но и гордость, которая рождается из независимости. Это страна, которая должна встать на ноги, опираясь на свою веру, а не на чужие руки. И вот вопрос, что режет, как клинок, сняты земные санкции, но что с небесными? Сирия ждала милости от мира, но истинное спасение в повиновении Высшему. Это не только о банках или башнях, а о душе нации. Аш-Шараа призывает к единству, но скептики шепчут, он лишь инструмент в чужих руках, и перемен не будет. Сможет ли он доказать обратное? Это не просто о политике, а о том, выберет ли Сирия гордость перед небом или подчинение земным силам. Если вы верите, что Сирия заслуживает второй шанс, поставьте лайк. Это не просто история, это судьба миллионов. И напишите в комментариях, сможет ли она возродиться. Сирия на пороге, не конца, а начала. Это рассвет, полный надежд и страхов.